свершилось. В 2024 году Матвей перешел в ПСЖ, а в марте 25-го я наконец долетел до Парижа. 3 недели ожидания визы, 10 часов пути с 2 пересадками, а затем 2-часовой путь в Лиль. И вот я здесь на полуфинале Кубка Франции на Декатлон-арене. Слушайте, я вообще не ожидал, что полуфинал Кубка Франции это такого уровня события. Здесь толпа, как будто у них нет фан-айди. ПСЖ играет на выезде с Дюнкерком, командой второй лиги Франции. И, честно сказать, эта игра вызвала у меня восторг. Вау! К сожалению, плохой оказалась навигация. Я потратил очень много времени, добираясь до ворот. Да и по-английски никто не говорит. Минут 30 бегал, они уже разминаются вовсю. Но даже несмотря на то, что я не успел снять разминку, я очень попрошу вас поставить лайк под это видео. Давайте договоримся, что за 10 тысяч лайков интервью с Матвеем выходит на следующий день. А там и есть что рассказать. Я не пошел сюда по зарплате на повышение. Для меня главное было это понять вообще, что такое европейский футбол. Для вас одна кнопка, а для нас невероятная поддержка. Приятного просмотра. Фу, по моей потной башке вы можете видеть, что я бежал сюда, сломя голову. К сожалению, разминку Матвея я вам покажу только вот так. А вот и Джанлуиджи Донарума. Действительно, все, что я успел, тем более, что Матвей не остается на удары. Немножечко вам показал разминку молодого вратаря, который вот прямо сейчас за мной пропустил гол. Я очень рад, во-первых, что Мотя играет, потому что так уж вышло, что он довольно продолжительное время не играл в чемпионате, играл только в Кубке. Я получаю шенген, я беру билеты на Кубок, и тут Матвей выходит в чемпионате. Я такой думаю, вау, неужели все сейчас поменяется, и я просто так сгоняю в Париж? Нет, ну естественно, не просто так. Это в любом случае здорово, но, конечно, я расстроен, что я не снял вам разминку Пари Сен-Жермен. Очень сильно расстроен, честно. Я прям вот сейчас только об этом и думаю, что как жаль, что на стадионе все так сложно вышло, что я не смог быстро получить аккреду, быстро найти. Чтобы вы понимали, ты получаешь аккредитацию, потом ты идешь искать вход, и это диаметрально противоположный вход от того места, где ты получаешь аккредитацию, а я еще мудак, я забыл паспорт в машине. Но я здесь, и я сниму матч. Дюнкерк — это команда, которая играет во второй лиге Франции. И просто посмотрите, как выглядит стадион второй лиги Франции, как выглядит посещаемость второй лиги Франции. Эта команда добралась до полуфинала Кубка. Но посмотрим, смогут ли они противостоять машине из Парижа. И сразу же передача на него, он сделал длинный заброс. Сейчас ПСЖ активно атакует. И на самом деле тут такой, конечно, момент, потому что команда второй лиги Франции все-таки понятно, почему реально такая трибуна, потому что, ну, это как Ротор, Волгоград бы сейчас дошел до 1-2 Кубка России. И тут была бы такая же трибуна. Я очень счастлив быть здесь, честно. Я счастлив находиться в командировке в Париже. Конечно, я вам не подсниму подсказ. Конечно, я немножечко не попал вовремя с разминкой. Но огромное спасибо моему надежному партнеру, который со мной уже больше 4 лет. И благодаря нему я могу это осуществить. Ведь я напомню, вся эта поездка обошлась мне в очень приличную сумму. Но сейчас Дюнкерк атакует. Дюнкерк атакует, и прямо во время... Меня прогнали, потому что мужик не видит на трибуне. Это смешно. Только что Дюнкерк проатаковал, и я хочу еще раз сказать большое спасибо моему надежному партнеру. Если вы хотите сказать мне спасибо за контент, спасибо за то, что я проделал такой путь, чтобы показать вам матч Матвея глазами вратаря и интервьюшку с Матвеем, то, пожалуйста, перейдите по ссылке в описании в телеграм-канал Стариков, найдите там закрепленное сообщение и не забудьте про GNK. Именно GNK, когда вы используете, безумно поддерживает нас в развитии, дает нам возможности развиваться, расти и делать подобный контент. Спасибо вам, что смотрите, и спасибо, что поддерживаете. А, и еще в телеграме Стариков до 9 числа можно выиграть PlayStation. Переходи по ссылке.
Франции, а Матвей в своем телеграм-канале Тягомотина, обязательно подписывайтесь, перед игрой сказал: мы знаем, что это сильный соперник, и мы знаем, что не будет легкой прогулки. И, ну, гол вообще не беручка. Тут без шансов. И сейчас трансляторы крупно показывают Джиджи Донарумму, но здесь к Матвею, ну как, это вообще от перекладины, там, 150 ударов, 150 навесов, которые не перехватываются. Невероятно. Но так бывает. На заряде, на эмоциях, с большим количеством болельщиков. Вторая лига Франции атакует активнее. Хотя атаковали до этого ПСЖ. Но вот один опасный штрафной закончился взятием ворот. И вот сейчас было очень близко к взятию ворот. 20-я минута матча. А еще я нахожусь здесь благодаря телеканалу Старт, за что им огромное спасибо. Они меня не просили об этом сказать, но я скажу о том, что можно подписаться на их сервисы по ссылке в описании. Действительно, без них бы я не получил аккредитацию. Огромное спасибо. Гол с 4 метров. Очень безалаберно действует защита Пари Сен-Жермен. Честно, я прям не понимаю, что там происходит. Очень тупо гол со стороны смотрится. Пробили с очень близкого расстояния. Матвей, в принципе, успел сложиться. Но не более того. И вот команда второй лиги ведет у Пари Сен-Жермен 2-0. Сейчас счет мог стать 2-1. Был очень опасный момент, но ПСЖ реально очень много атакует. Ну и очередная надежная игра вратарям Дюнкерка.
45-я минута. Париж отыгрывает один мяч. Ну, в целом, становится еще интереснее. Фанаты Парижа оживились сразу. Конечно, они оживились. Сейчас защитник головой вынес из ворот. Защитник, уже все. Мяч летел в ворота, вратарь, мне кажется, был отыгран. Это вот для всех футболистов молодых наставление. Сейчас аут был у Пари Сен-Жермен. И после аута Пари Сен-Жермен произошла супер опасная, супер острая атака с двумя ударами по воротам. Аут — это тоже стандарт. Но вы видели лицо Матвея в конце. Это было нам и вам. Он в ахере. Неудивительно, но, слушайте, я думаю, что сейчас в раздевалку зайдет Виталий Николаевич Панов и раздаст всем люлей. Усману Дембеле, Хвича Кварацхелия, всем им раздаст люлей Виталий Николаевич Панов. Так, ну ничего не предвещало беды, я спокойненько выстраивал бэкап-камеру, чтобы она снимала для вас ворота в любой момент времени, если вдруг и тут ничего не будет предвещать беды. Как вдруг Пари Сен-Жермен взяли и отыграли еще один мяч в самом начале второго тайма. 48-я минута, 2-2, охренительный матч. Просто в одни ворота, в другие ворота. Супер опасно. Очень-очень опасно сейчас было. Но я не могу еще сказать про атмосферу. Послушайте эту перекличку. Вот и 3-2. Пари Сен-Жермен, видимо, получили втык от Виталия Николаевича Панова в перерыве и понеслись.
трясется изображение, у меня трясутся руки. Трясутся они у меня не потому, что мне холодно, а потому что, сука, трясет от того, как фанаты Дюнкерка орали во время этого свободного удара. Да, там неразбериха, но здесь просто пекло. Клянусь, я стоял в котле, где просто болельщики орали настолько, насколько это вообще возможно орать. Вау! Матвей очень много корректирует позицию. Это прям заметно относительно атаки его команды. Он меняется слева направо, активно стоит в позиции выше линии штрафной, играет, страхует. Ой, сейчас какой странный гол мог залететь. Очень странный. Вообще я не понял, как мяч в ворота полетел. Тем временем, 79-я минута матча. 3-2. Потрясающе. Кажется, у Матвея довольно железные яйца. Только что он мяч убрал, ну, как бы рисково. Это может быть очень опасно. 4. Вот теперь точно конец. Одна ошибка. И мяч от ворот ПСЖ долетает до ворот Дюнкерка. Да. Именно он. Спокойненько. Конечно, спокойненько. Конечно. Ну, Матвей же на руках спаем. Как тут может быть неспокойно? 30 метров вперед. Спокойно. Ну, вы все видели, Погба Матвея. Моим. Мы заставили понервничать. Я уже думаю, ну все, сейчас на меня проклятие наложат, скажут, что я не фартовый, пошел я нахуй. Больше не приезжай никогда и никуда. Ну вы напугали! Это смех! Жесть! Давай, Макс! Кажется, разбор полетов по горячим следам. You can go inside. Yeah, I know. I'm waiting for Matvey.
Напоминаю, что мы уже сняли интервью, которое просто ждет твоего лайка. Ну а перчатки, как у Матвея, на сайте spire.team. Спасибо за просмотр.